Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин. И я, Борис Марсенкевич, всем добрый день. Борис Леонидович, вот у нас на Медне в этом году уже заканчивается транзитный договор на транзит газа через территорию Украины в Европу. Перспектив особых не видно. И по его завершению, как себя будет чувствовать Европа, как себя будет чувствовать Россия, да и сама Украина, лишившаяся данного транзита? Сможет ли она подсасывать газ из самой Европы? Давайте по порядку. Действительно, договор заканчивается с 1 января 2025 года, он работать не будет. Как неоднократно заявляло киевское руководство, никаких переговоров по поводу его продления быть не может. Запрещено это напрямую, то есть есть там какой-то указ человека, который делает вид, что он президент Украины, то есть он в любом случае умрет. Напомню, что это был пакетный договор. Это не только договор о объеме транзита, это еще и межоператорское соглашение с украинской стороны, оператора газотранспортной системы Украины, с нашей стороны «Газпром». Операторы должны работать так, чтобы не навредить друг другу, чтобы выполнять свои обязанности. Этого не будет. Какие есть варианты? Поскольку Украина присоединилась к энергетической, я уж не помню, как это называется, энергетическое сообщество, она имеет полное право перейти на европейскую систему торговли своими транзитными мощностями, проводить регулярно аукционы, выставлять свои транзитные мощности в том или ином объеме на тот или иной срок, начиная от суток, заканчивая, собственно говоря, годовыми промежутками. Мы это видели на примере того, как работал польский оператор Ямал Европа. Это первый вариант, ну, как бы самый очевидный. Второй вариант – это перенос точки передачи прав собственности на природный газ. Если сейчас в долгосрочные контракты «Газпрома» с европейскими потребителями, что касается Южной и Центральной Европы, хаб Баумгартен, это точка на границе нынешней Словакии и Австрии, на австрийской территории, то можно ее, вот эту точку перенести, допустим, на текущую границу России и Украины. Это мы видим на примере того, как выглядит сейчас нефтяной контракт венгерской компании МОЛ с российской компанией «Лукойл». Если были возражения Украины по поводу прокачки российской нефти, нет сейчас российской нефти, она, входя на территорию Украины, уже венгерская. И, соответственно, соглашение о транзитных услугах уже не с Транснефтью, не с компанией «Лукойл», а конкретно с венгерской компанией «МОЛ». Здесь никаких ограничений нет. Третий вариант вообще никто ничего не поставляет. Нет, третий вариант, наверное, надо считать вот то, что сейчас прорабатывается, ведутся переговоры России, Евросоюза и Азербайджана о поставках азербайджанского газа. Здесь с юридической точки зрения тоже ничего выдающегося. Государственная азербайджанская компания «Сокар», State Oil Company of Azerbaijan Republic, покупает российский газ. С этого момента это уже азербайджанский газ, неважно, что родился он где-то на месторождениях Уренгоя. Тоже вроде бы как можно, такие контракты есть, но нельзя забывать о том, что в любом случае межоператорское соглашение между «Газпромом» и оператором газотранспортной системы Украины должно быть проработано и подписано, а переговоры с российскими компаниями на Украине запрещены. Так что здесь сложностей тоже хватает. Что будет с «Газпромом», если эти поставки будут прекращены? Если смотреть на итоги прошлого года, поставки через газотранспортную систему Украины порядка 13 миллиардов кубометров. Да, потери, но назвать ее катастрофической уже нельзя. Все самое плохое уже успело произойти. Переживет ли Европа без такого количества газа? Если брать Евросоюз как нечто единое целое, у них падение спроса на газ за год превышает этот объем, тоже вроде ничего страшного произойти не должно. Но если все-таки вспомнить, что Евросоюз – это целых 27 стран, вот тогда надо смотреть уже по странам. Те страны, у которых есть выход на морское побережье, да, можно страховать себя за счет поставок СПГ из разных источников, но для тех стран, которые
вот не знаю, как правильно, по территории которых проложено продолжение Уренгой, Помары, Ужгород, или те страны, которые расположились вокруг этого газопровода. Альтернативы реальные, экономически целесообразные для Словакии, Чехии, Австрии, Венгрии просто нет. У них нет морского побережья. Соответственно, если им получать газ не из России, то им надо договариваться с теми странами, у которых такие регистрационные терминалы есть, и которые с ними связаны трубопроводами. То есть два условия. Страна должна иметь возможность получать СПГ, страна должна быть связана с территориями Венгрии, Австрии, Чехии и Словакии трубопроводными системами. Что из этого реализовано? Сухопутное продолжение северных потоков соединяет газовые системы Германии и Чехии. Чехия со Словакией связана была всегда. Не стоит забывать, что не так давно это была одна страна. Соответственно, система газораспределительная у них общая. Здесь проблем не возникает. Австрия только через Германию, других вариантов нет, либо с юга, если использовать трансбалканский магистральный газопровод, который больше не действует в обратном направлении, с регистрационных терминалов на территории Греции и Италии, да, такая возможность есть. Соответственно, такая же возможность появляется у Венгрии получать с юга, тем более, что построен еще один терминал на хорватском острове Крк, такое вот название. Газовая магистраль есть, и есть даже обязанности по закупкам, но Венгрия на данный момент закупок не осуществляет, потому что имеет возможность получать российский трубопроводный газ не только по Уренгой, Помару, Ужгород через территорию Украины, но и по турецкому потоку. То есть ценовое предложение от Хорватии, СПГ немножечко дороже, с учетом регазификации, дополнительной прокачки, сложности возникают, поэтому Венгрия этим просто не пользуется. При этом действует решение Европейской комиссии REPowerEU марта 2022 года о том, что с 2027 года прекратить поставки, прекратить импорт любых ископаемых энергетических ресурсов из России. То есть дальше переход на альтернативные поставки, и как у кого сложатся отношения в компаниях этих 4 стран с компаниями-соседями, но это уже не наша с вами забота. Теперь, что касается самой Украины. Напомню, что на территории Львовской области находится крупнейшее подземное хранилище на территории Европы, общий объем 15 миллиардов кубометров. То есть по всей территории Украины было больше, но вот конкретно в Львовской области 15 миллиардов кубометров – это бывшее подземное газовое хранилище, бывшее газовое месторождение. Тот газ, который когда-то шел на газификацию не только Украины, но и России, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, выработан полностью и используется как подземное хранилище газа. Если раньше так называемый реверс мог быть только финансовым, европейские компании декларировали, что они этот газ закупили и продали в отопительный сезон, допустим, Украине, то после 2014 года была сделана обвязка компрессорных станций, и у Украины действительно сейчас есть возможность принимать газ из Европы, укладывать его в свои подземные газовые хранилища в Львовской области и отдавать обратно по мере спроса. Украина старалась такими возможностями пользоваться. Это режим таможенного склада, это сниженные расценки на хранение газа, на аренду активных объемов. То есть вот здесь газ получать из Европы, да, действительно можно. Но та проблема, с которой Украина этой зимой точно справиться не успеет ни при каких обстоятельствах, не потому что какие-то проблемы на линии боевого соприкосновения или что-то еще, просто на проведение дополнительных работ требуется время, требуются деньги. Если смотреть, как обеспечивается Украина природным газом, газификация там на хорошем уровне, то непосредственно от магистральных газопроводов, газоотвода обеспечивают 44 населенных пункта, в том числе и крупные города. Идет газовая магистраль, от нее газоотвод, вот получен газ. Но газ газоотвода идет только в том случае, если в центральной большой
по диаметру трубе есть давление. Давление надо поддерживать. То, что вы можете работать в районе ваших западных границ с поставками в ПХГ и газоснабжением близлежащих городов на Западной Украине, газораспределительная сеть от ПХГ там есть, то есть здесь они справляются. Но для того, чтобы обеспечивать газом центральную и восточную Украину, нужно давление. Это значит, что необходимы обвязки всех компрессорных станций. Если мы смотрим, допустим, на то, что продолжает работать, несмотря ни на что, участок от Суджи до Львовских хранилищ, это 1200 километров, это 14 компрессорных станций. Вот вокруг них каждой надо сделать обвязку с тем, чтобы подавать газ в обратном направлении, чтобы удерживать давление, чтобы его хватало на работу всех газоотводов. Чисто с технической стороны это порядка пару лет работы и какое-то количество денег, но чужие деньги считать не будем. Считаем просто время, которое необходимо на проведение такой работы. То есть в том случае, если с 1 января поставки газа из России прекращаются, Западная Украина будет газифицирована за счет подземных хранилищ, остальная часть территории Украины, по крайней мере, эти 44 населенных пункта, которые от газоотводов запитаны не будут. В этом случае Украину ожидает крайне романтическая зима с возвращением к исконным традициям хаток, рынка и так далее, и так далее. По времени они справиться с этим уже не успевают. Если бы они этим начали заниматься, ну, не знаю, там, в 2020 году, могли бы и успеть. Сейчас уже не получится, соответственно, ну, как они будут зимовать, мне сказать сложно. Понятно, что в крупных городах население будет стараться обеспечить себя дополнительным теплом за счет электрообогревателей всевозможных, но с генерацией электроэнергии тоже проблемы возникли, и они только усугубятся, в том числе потому, что не готовы к прокачке газа с запада на восток, то есть и теплоэлектроцентрали тоже могут остаться без газа. То есть одна проблема будет по спирали накручивать свою соседку. Нам холодно, нам нужна электроэнергия, у нас нет газа, мы не можем вырабатывать электроэнергию. Проблемы есть, тем более, что и с подстанциями высоковольтными тоже какие-то проблемы на Украине в последнее время возникли. Откуда они появились, мне сказать сложно. Известно, что ракеты и авиабомбы у России закончились в мае 2022 года. Кто их там бомбит, совершенно непонятно. Но это, опять же, не наша проблема. Пусть они выясняют, что за инопланетяне прилетели, или, может, кто-то еще. Вот такая обстановка перед наступающим отопительным сезоном. В Европе он начнется в октябре. Если зима будет такая же теплая, как предыдущие две, это одна ситуация. Если климат вернется к среднемноголетним нормам, это другая ситуация. Но, опять же, мы можем, сидя у теплой батареи, в теплом доме, в теплой квартире, наблюдать за тем, как будут складываться обстоятельства, насколько успешно будет проходить отопительный сезон как Европа, так и примкнувшая к Европе Украина. Или прильнувшая к Украина. Будем наблюдать. Будем надеяться, что на наших границах не возникнут колонны беженцев, немножко обмороженных. Ну и, конечно, хочется напомнить о том, что действующее киевское правительство свое население предупреждало, надо отдать должное, предупреждало не только о том, что подача электроэнергии может сократиться до 4 часов в сутки, и еще весной предлагала искать на зиму место, где есть печное отопление, может быть, переселяться в сельскую местность. Ну, как говорилось в одном известном фильме, «Winter is coming». Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляют, призываю вас не дожидаться, пока его заблокируют, и нас вместе с ним. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Геоэнергетика Инфо». Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект. Спасибо, до новых встреч. Самые актуальные новости о нашем проекте именно в нашем телеграм-канале. Не забывайте подписаться. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.